Операционная полевого госпиталя НАТО в Польше была залита ярким светом и напряжением. Над столом склонились более 20 опытных военных медиков. Их руки работали автоматически, годами отточенные движения сменяли друг друга без пауз. Кровь пропитывала простыни, аппараты непрерывно подавали тревожные сигналы, а линия сердечного ритма становилась все слабее. Ситуация стремительно выходила из-под контроля, и все присутствующие это понимали. В стороне, почти незаметно, стояла молодая медсестра по имени Эмма Коллинз. Ей было 24 года. Она прибыла на базу всего несколько недель назад как гражданский волонтер из Швейцарии. В военной медицинской среде ее считали слишком тихой и неопытной для серьезных задач. Обычно ей поручали лишь вспомогательную работу, и она никогда не возражала, предпочитая наблюдать и учиться. Пациентом на столе оказался генерал Майкл Ривз, ключевая фигура командования НАТО в Европе. Его доставили с множественными осколочными ранениями после атаки. Несмотря на слаженные действия лучших специалистов базы, его состояние ухудшалось с каждой минутой. Давление падало, сердце работало нестабильно, стандартные протоколы не давали результата. Пока хирурги сосредотачивались на наиболее очевидных повреждениях грудной клетки и брюшной полости, Эмма продолжала внимательно следить за общей картиной. Она замечала то, что ускользало от остальных: несоответствие между объемом кровопотери и уже обработанными ранами, изменение оттенка кожи, странное направление подтеков крови. Ее взгляд снова и снова возвращался к зоне под левым плечом генерала, частично скрытой оборудованием. В критический момент, когда команда уже была готова признать поражение, именно это наблюдение изменило ход событий. Под слоем тканей обнаружился крошечный металлический осколок, застрявший рядом с крупной артерией. Во время компрессий он усиливал скрытое артериальное кровотечение, сводя на нет все усилия врачей. После удаления осколка и локализации повреждения состояние генерала начало стабилизироваться почти мгновенно. Давление выровнялось, сердечный ритм стал ровнее, а цвет кожи постепенно вернулся. То, что не смогли увидеть десятки опытных специалистов, заметила тихая медсестра из угла операционной. Позже стало известно, что до службы на базе Эмма 2 года работала в одном из крупнейших травматологических центров Цюриха. Там она научилась главному – смотреть не только на самые драматичные повреждения, а на весь организм целиком. Она сознательно не акцентировала свое прошлое, понимая, что в военной среде ценят прежде всего боевой опыт. Случай с генералом Ривзом стал поворотным моментом для всей медицинской службы базы. Протоколы пересмотрели, роль сестринского персонала расширили, а внимание к тихим наблюдателям стало частью культуры. История Эммы быстро разошлась по структурам НАТО и медицинскому сообществу Европы. Она же вскоре завершила волонтерскую миссию и вернулась в Швейцарию, отказавшись от наград и публичности. Ее вклад остался не в званиях, а в простом, но важном напоминании. Иногда жизнь спасает не самый громкий голос, а тот, кто умеет внимательно смотреть и замечать то, что другие упускают.